Народ, привет! В Краснодаре выпал снег. Вот. Занесло нас, замело сугробами. Сугробами прямо нас тут намело. На самом деле оно, конечно, практически тает. Все. И ночью ожидается -2, -3. Я так подозреваю, что, естественно, все это закончится обледенением каким-то небольшим. На днях я видела, что в Ростове замерз вот так вот тоже дождик шел, но, видимо, от Ростова к нам и пришло. У них там больше было дождя и снега, а потом ночью ударил мороз, и на следующий день все улицы были как катки. Но в Техасе такое, кстати, часто. Может быть, в один день плюс 25, к вечеру 0, и все это время идет дождь. Ночью мороз -2 и дней 5. Вот как раз примерно в это время, еще в феврале, весь штат сидит по домам, 5 дней едете прогуливать школу. От этого ледяных, вот этого обледенения обычно обваливаются деревья, падают ветки везде. Машины Техаса, естественно, вообще не предназначены для поездки по обледенелым улицам. И в это же время куча траков, грузовиков дальнобойных пытаются заехать на наши мосты. Мосты обледенелые, эти грузовики пятятся, значит, назад, падают. В общем, если вы думаете, что зима и лед неожиданно приходят в Россию, на самом деле они приходят неожиданно везде. Вот. И каждый год в Техасе это происходит, это обледенение глобальное. И каждый год куча машин, грузовиков, все это бьется. Едешь потом по посыпанной солью и песком дороги и наблюдаешь вот эти траки вверх колесами, лежащие на обочинах, и там пробки, в которых по 20 машин где-нибудь на хайвее разбилось. Вот, кстати, елочки поставили здесь, такие переносные, обычно их здесь нет. Это вот к Новому году. Здесь на площади драмтеатра будет огромный праздничный концерт, салют на Новый год. Я его буду с друзьями смотреть, потому что я живу вот в этом доме, вот прямо вот тут. Поэтому мы будем тут все наблюдать. Я, естественно, буду снимать и представлять. Вот. И сейчас хотела вам рассказать кратенько, что смотрела новости сегодня американские. Ну, показывают Чикаго, пригород, что куча мигрантов нелегально через границу пролезла, значит, они приходят там, например, в Техасе, а Техас, недолго думая, говорят, знаете что, нам ваши мигранты не нужны, мы их не запускали через границу, поэтому до свидос, езжайте к либералам, они садят их на автобусы, наш губернатор Грейт Аббот выделил автобусы насчет налогоплательщикам, нам бы было куда деньги потратить, не автобусами посылать нелегалов по США, а, например, эти деньги потратить на собственные нужды какие-то штата. Но нет. Ну хотя бы что-то, да, то есть как-то он штат. Дешевле их посадить на автобус и отправить в Нью-Йорк и Чикаго, чем или там к Белому дому на лужайку, чем, допустим, если держать в Техасе. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот одни из этих вот нелегалов, которых, значит, отправили в Чикаго. Сам Чикаго переполнен, то есть их куда расселяют? В отели. То есть люди нелегально прибыли. Их, значит, ни черта не делают. Их правительство заселяет в классные отели и за счет налогоплательщиков платят. Но эти вот отельные хозяева, они, видимо, тоже довольны, потому что они, по-моему, счет выставляют правительству гораздо дороже, чем если бы это были обычные жители. Ну и когда ремонтировать придется эти отели, после которых они там загадят, они тоже выкатят билл, и штаты эти либеральные, они заплатят. Ну, то есть это друзья их бизнесмены, которые владеют этими отелями. Ну, возможно, они же, кстати, по совместительству мэры этих городов, владельцы этой недвижимости. Поэтому, когда вы, ребята, жалуетесь на коррупцию в России, вы не знаете, что такое коррупция. Коррупция в США – это коррупция, а коррупция в России – это семечки по сравнению, как деньги распиливаются в Америке. Гляньте, как сердечко нарисовали. Ну, снежок, видите? Жалко, что тает.
Ну вот это, наверное, сегодня, кстати, все. Вот этот снежок, он, наверное, на этом как бы закончится. Я думаю, что намного больше мы не увидим. Максимум ночью заледенеет. На следующей неделе опять плюс 9, плюс 10, даже плюс 14. Ну вот техасская погода. Мне здесь уютно, потому что, ну точно то же самое в Техасе. Вот тепло, бэм, холодный какой-то фронт пришел там откуда-то с Вайоминга или с Колорадо. Раз, короче, ночью замерзло все, на несколько дней все льдом покрылось, потом бэм, и все, уже снова лето. Ага, и обычно, кстати, задержка с Техасом около 4-5 дней, вот у нас такая погода. И смотришь потом в Техасе, ну, видимо, может это сибирский какой-то фронт идет, и к ним также, или с Аляски, не знаю, но очень похожая погода в Техасе, ну, в Далласе, в Краснодаре, прямо, ну, плюс-минус. Несколько градусов, но, в принципе, вот такие все климатические вот, фронты, шторма, они как только тут, так они потом и там. То есть, может, широта разная, но тем не менее, почему-то похож климат. Может, поэтому мне так... Спасибо. Может, поэтому так мне и удобно здесь жить. Так, ну дальше расскажу. Ну, короче говоря, значит, этот видео, значит, говорит о том, что они, значит, там уже прожили довольно долго, эти нелегалы. Они в Чикаго места нет, они их, значит, отправили в пригородные маленькие там городочки, ну, типа наши деревень. Отправили их туда, а там у них тоже, ну, там одна церквушка, там библиотека какая-то, UMC, это спортивная такая организация, спортзал, там еще что-то. В общем, они их, 200 или 300 человек, они, значит, там расселили. Кого-то в церковь, значит, посадили, кого-то вот в эти, отельчик у них там, ну, малюхонький, ну, деревня. Там маленький отель, они заполнили, значит, этот отель полностью этими нелегалами. И вот, значит, новости в чем? Что эти же либералы США на местном телевидении возмущаются, берут интервью одной там из, то ли она мексиканка, то ли она из Венесуэлы, он такая, латинка. И ее, значит, спрашивают, что тут у вас происходит, что вы жалуетесь? Она говорит, ну, то есть мало ли то, что они живут в отеле, да, там уже год, допустим, в этом бесплатно за счет налогов. А они, значит, еще их и кормят. И то есть они там 2 или 3 раза в день, я не знаю, там их 3 раза, завтрак, обед и ужин, или они раз в день получают пакет на весь день еды. Ну, в общем, они пришли брать еду в центр, где обычно им эту бесплатную еду выдают. Вы знаете, от бесплатной еды и местные американские бомжи тоже бы не отказались. Вот, а им раздают, значит, вот этим дополнительным нелегалам. В общем, они пришли брать свою еду, ну вот сейчас, вот там, ну, вчера буквально, да, и им выдают вместе с едой, выдают письмо, в котором написано, что дорогой товарищ, ну, они их называют мигранты, американцы коренные, и называют их нелегалами, потому что, ну, мигрант это тот, который или там политическая там безопасность или убежище, они должны предоставлять документы, что они по этим, ну, имеют какие-то проблемы в своей стране. А те, которые просто так, и они должны легально попасть в страну, попросить политическое убежище. А эти же просто, соответственно, что-то там у нас, какие-то песни и танцы происходят. Не пойдут, то музыка. Если будет музыка, то это видео могут заблокировать. Вон собачка. Ага, ну дальше рассказываю. Ну, короче говоря, они, значит, ну, дали им письма. В письме написано, что дорогой товарищ, ну, мигрант, ну, он же нелегальный, нелегал, да. Значит, ваша лафа закончилась, у нас денег больше нет. Вам необходимо выселиться из этого отеля, в котором вы проживали. Ну, наши русскоязычные, которые тоже слиняли, и они также перешли границу, они тоже, видимо, там подживаются в этих же отелях бесплатных. И вот украинцев многих там выселять начали. Значит, выселяйтесь. До конца января вы должны выселиться из этого отеля. Мы вам больше платить ничего не будем. И разрешать вам в этом отеле жить мы вам тоже больше не будем. Поэтому сматывайте удочки
и валите. А работать они не могут нигде, потому что у них-то разрешения на работу нет, и документов у них как таковых нет. Им, конечно, делают статус такой, что они якобы беженцы, ну такие не экономически колбасные, да, а типа того, что они просят убежище. На самом деле ничего они не просят, они просто не хотят ничего делать. Жить, надеялись, что они будут жить за счет американцев. Но это не Европа, тут долго это все тянуться не может. В Америке своих денег нету, 3-4 триллиона долга. Поэтому нищие, которые у нас там в палатках живут, их уже 700 тысяч по стране, этих бездомных, ну это учтенных, да, подсчитанных. Я сегодня смотрела статистику, на 12% количество нищих выросло с прошлого года. Покажу тоже видео с этой статистикой. Американцы сделали видео по поводу бездомных в США. Ну, бьют тревогу, что у нас миллион уже почти на улицах живет людей. Ну что это такое? А вот и категории разбиты. То есть это не просто хиппи там живут. Там куча ветеранов, которые воевали в афганской войне, в Ираке. Вот они, значит, там, ну, потеряли какие-то конечности. Психически они, значит, там с проблемами. И вот они, значит, лишились ну, дома всего, и никакой поддержки государство не выдает. Они живут на улицах в палатках. Это вот нищие наши ветераны, так называемые. Потом, значит, там есть наркоманы, которые тоже, соответственно, по разным причинам сильно наркотики, в том числе из-за сложности жизни в США. И вот это вот стресса постоянного. Вот эти крысиные бега они не выдерживают. Ну, плюс у нас же открыты границы, фентанол льется рекой, да? Красиво так сделали, тут с огоньки. Вот так вот. Это Уралсиббанк. Приятно. Вот. И, значит, третья там группа, это уже там дети, ну, люди с семьями, с детьми и так далее, то есть пенсионеры, которые просто потеряли недвижимость, не смогли платить за свою недвижимость, и пособие там, например, сократили с работы, уволили, пособия им, соответственно, не хватает. Вот. Это наши машины в Краснодаре ездят. Такие. Снежок. Вот. Ну и значит, в итоге возвращаемся к нашим баранам, то есть к сюжету. Я вам расскажу в конце, почему я вообще об этом заговорила, ну, про эту всю ситуацию, про этих, ну, нелегалов, да. То есть я обычно же про это не разговариваю, тут вот я за это завелась, потому что меня сегодня прямо заели. Вот. Ну и, значит, спрашивают их, что он... ну и что случилось? Она говорит, ну, пришли за этой вот бесплатной едой, которую мы всегда получаем, наши цветочки. И нам выдали письмо, в котором сказано, что, ну, убирайтесь до конца января. Вот. Ну и, соответственно, они побежали жаловаться на телестанции, которые, соответственно, владеют либералы. И эта телестанция, значит, начала там возмущаться, что да как так можно, ну как же их вот так вот в январе выбрасывать, а в Чикаго в январе и феврале, вы знаете, там может быть и снега по колено, и можете нанести вообще сугроб. То есть там не жарко, скажем так, даже вообще не жарко. Вот. И они говорят, а куда нам пойти, как это они нас из отеля выгоняют, а работать мы нигде не работаем. Но они не то, что нигде, они... Ну, во-первых, куда они собираются их работать? А местных там хватает не так своих. Там этих мексиканцев, которые работают официантами, уборщиками, их из Мексики легальных полно. А тут вот такие венесуэльцы, там украинцы, из России кто сбежал, ну, нелегально через границу перешли. Куда их будут брать? Там свои, в принципе, работы уже в США и так нету. Даже туалеты только что мыть, но там, ну, во-первых, вы не проживете на эти деньги. От слова совсем. Во-вторых, там и своих, вот я говорю, легальных мексиканцев полно, которые эти работы давным-давно делают, они, эти все ниши заняты мексиканцами. И все другие страны, ну, во-первых, они не привыкли в других странах жить на такие мизерные деньги. А во-вторых, ну, этих работ уже нет, этот рынок низкооплачиваемый и так заполнен своими легальными нищебродами, понимаете? Поэтому куда еще, значит, вот этих вот мигрантов совать, непонятно.
Вот. И, в общем, они начали возмущаться, что нас из отеля собираются выселять. Но это либеральные журналисты, там тоже, ну как же так, да как мы можем, да мы должны быть христианами, да мы должны это все понимать. Я начала читать комментарии людей под этим видео. 99% сказала, что отправьте их назад. Значит, берите, депортируйте их обратно, они нам тут не нужны. Нам самим тут плохо жить, но своих бездомных хватает, которые живут в палатках, отели никто не предоставляет. А нелегалам, пожалуйста, отель, еще и бесплатную еду. Вот, которую они, кстати, в другое видео тут же было в Нью-Йорке, им принесли бесплатную еду, они ее все выбросили, сказали, нам ваши макароны, смесь для оладиков и там какие-то еще другие были вещи, нам это не надо, это все нездоровая еда. Цыпленка, там что-то было с цыпленком приготовлено. Они сказали, нет, нам выдавать овощи и фрукты, свежие соки, а то, что вы нам принесли, нас такая еда не устраивает. Вот представляете? Ой, здрасте, огни зажгли на красном, вон там, смотрите, как красиво. Merry Christmas. Ну, с Новым годом и с Рождеством. Ну, красота какая. Снежок еще, да, вот прелесть такая. Вот, то есть им еще дают еду бесплатно, они еще возмущаются, что не та еда, жемчуг мелковатый, короче говоря. Ну и народ начал возмущаться в комментариях, что это какая наглость. Вы представляете, говорит, они идут за бесплатную еду. Он говорит, а что нам никто не дает бесплатную еду? И нашим ветеранам, которые под мостом спят в палатках. А потом еще, говорит, возмущаются, что их из отеля, где они год-то жили, ни черта не делали, ели эту еду бесплатную. Им, значит, ну, попросили, короче, вот. Ну и что? То, что я тоже написала в комментарии, что просто 2 слова. Депортируйте их обратно. Нет, я написала так, что я тоже написала, что они, я просто написала illegal migrants, не просто не говорят иммигранты, я написала illegal migrants. Я написала, что они, ну, типа, нелегалы, что они нелегалы. Не прошло и 2 минут, прилетает мне сообщение с YouTube, что я не могу больше писать никакие комментарии 24 часа за hate speech, то есть за, значит, спич ненависти, за то, что я написала, что они нелегалы. То есть я думаю, что те, кто там написал, как и я, про то, что это нелегалы, депортируют их обратно, я думаю, что им тоже все это прилетело, и их тоже, соответственно, 24 часа забанили с YouTube писать комментарии. Вот демократическая страна наша в мире. Просто сказать правду, что не называйте их мигрантами. Мигранты — это те, которые через границу прошли легально и которые получили там визу какую-то специальную и проходили через границу легально. Это мигранты. А то, что прошло нелегально через границу, и вы за наш счет их, значит, содержите, это нелегалы, и называйте их так. То есть, те, кто пересек границу нелегально, это и есть нелегалы. При Трампе, при любых других президентах, ну, как бы, если вас задержали, вас там отсортировали там в обезьянники, и потом вас депортировали обратно. То есть при Трампе прям самолеты сажали, отправляли их обратно в Мексику. А сейчас их расселяют по всей стране, дают им отели, дают им бесплатную еду. Еще мы Украине деньги отправляем. Америка просто рушится. Я не понимаю, это специально кто-то это делает. То есть страну буквально изнутри разрушают. И те, которые этого не видят или не понимают, это надо быть либо слепыми, либо они живут в каком-то своем мирке. Мы даже знать не хотим, что происходит на самом деле в США. Либо они не смотрят американские новости, может, у них английский язык не позволяет, я не знаю. Но если открыть глаза, просто посмотреть, просто американские каналы новостные, даже либеральные посмотреть, вы увидите, что там, что происходит в стране. Ну и на днях еще там скандал был. В Огайо, по-моему, в Йове, по-моему, да, Демантис, этот город. Там, значит, ну, в административном здании столицы штата поставили перед
подошел и развалил эту статую, короче. Говорит, нам тут сатаны на Новый год не надо. Ну и теперь его, значит, там против него суд за, ну, по Конституции, да, типа того, что свобода же исповедания, а те говорят, мы исповедуем сатанизм, это наша религия. И его собираются судить теперь, и с ним что-то будет. И сейчас в Твиттере там все, кто следует там Илону Маску, пишут комментарии, призывают, фонд создали ему GoFundMe, и чтобы люди сбрасывали в его поддержку, на его защиту, ну, чтобы нанять ему адвоката хорошего, отмазать его от тюрьмы хотя бы, деньги, чтобы его не посадили в тюрьму за то, что он ну, там, в административном здании Капитал штата развалил статую Бафомета. Понимаете, в чем проблема? Они, наши либералы, говорят, поскольку в Конституции свобода религии, то мы имеем право исповедовать религию любую. Хотим Бафомета, значит будем Бафомета. Ну, сатаны, значит сатаны. Это свобода вероисповедания. Но дело в том, что также у нас религия отделена от государства, и церковные вот такие алтари в государственных учреждениях не должны стоять. Вы хотите где-то своей сатане молиться, значит, идите куда-нибудь, ну, постройте церковь этого сатаны и там молитесь. А в государственном учреждении, как не стоят статуи Христу, так и не должны стоять статуи сатане. Поэтому этот, ну, парень, в принципе, легально сделал. То есть они не имеют права там выставлять свои святилища, там, алтари сатане. Ну, даже хоть не сатане, хоть кому-то. Значит, если бы он Христу поставили бы статую, ее бы уже давно-давно, я думаю, убрали оттуда. А если поставили сатане, то нельзя. В общем, вот такие реалити сейчас жизни в США, товарищи. Как вам нравится такое положение? Ну, как бы меня попросили мое мнение высказать про США вообще, в общем, да, in general. Я, наверное, запишу в ближайшее время видео. Еще я хочу сделать стрим живой, чтобы вы могли писать свои вопросы прямо во время трансляции. Я бы на них отвечала. Но я, например, продолжаю следить активно за жизнью в США, за политической ситуацией. И пока то, что я там вижу, меня это вообще не радует. Вообще. Опять очередное дело на Трампа повесили, что он какую-то папку забрал с секретными документами, якобы российского там какого-то толка, доказывающего, что Трамп был агентом России. Ну, опять и Россию приплели, а Трампа опять. Мне кажется, что Трампу не дадут отпетлять от... Кстати, вот этой тележечки, не пугайтесь, здесь сувениры продают женщина. Подойдем посмотрим. Это не нищие, тут центр Краснодара. Не пугайтесь, сейчас подойдем посмотрим. Я думала, в такую погоду, обычно на выходные здесь много продают сувениров. Я думала, сегодня никто не выйдет. Погода мерзкая, как бы вот такой вот, ну, снег холодный идет, но тем не менее. Вот, матрешки. Добрый вечер. Не холодно вам, красавицы? Ну, хорошо. Видео снимаем, покажем вас людям. Краснодарцы, нужны сувениры, приходите, вот у женщин берите. Гляньте, мужественные женщины сидят во время снега. И мужчины, да? Это мужчина? Да. И мужчины тоже мужественные. Сидят, одни только вышли, всегда тут много палаток, а вот сегодня только они. Я почему подошла вас снять? Я снимаю для людей в США, и могут подумать, что нищие сидят. Знаете, вот эти, ну, когда пленка, палатка, то это бездомные на улице. Я хотела подойти, вы все увидели, попала в кадр палатка, то это не бездомные, это люди продают матрешки, вот, сувениры. Краснодарцы, если кто-то собирается на выходных по центру гулять, придите, купите матрешки, поддержите людей. Ребята, это не нищие в Краснодаре, в центре Краснодара, это бизнесмены и бизнесвумены у нас тут. Хорошего вам успешных торгов. Вот, то есть это не палатка стоит для нищих. Это люди продают матрешки, накрылись от снега. А то так, думаю, попадется вот так в кадр, да, палатка их. И скажу, так гляньте, да у них же в Краснодаре вон нищие какие-то, там бездомные сидят в палатках. Ой, цирк. Слышите, я смотрю на то, что происходит в США, мне прямо вот жутко становится. У меня это дети еще там. Ой, ужас, ужас. Будет хуже вот этот год, потому что будет вот эта крысиная драка за престол президента США. И либералы, они на все пойдут. И глобалисты, они на все пойдут. Они не дадут Трампу
Некоторые, вот как Алекс Джонс, они уже говорят о том, что он не доживет, ну, физически может не дожить. Но я об этом другое видео запишу. Разговор был не об этом, разговор был про демократию США, если вы не поняли все мое длинное послание. Про то, что я сказала, они нелегалы, они не иммигранты, а они нелегалы, и меня на 24 часа забанили. Я рада, что канал не снесли мой, а только забанили на 24 часа комментировать. Вообще, надо мне сейчас видео свои загрузить, наверное, на российские сайты, на Бастион, наверное, на Рутуб и на Яндекс.Дзен, потому что это не дело. Вот так вот кто-нибудь пожалуется, и наш демократический YouTube просто снесет и кидает твой канал. Все, ребята, всем до встречи, ждите новые видео. Как, кстати, вам нравятся мои там пару видео я поставила из рулетки, беседа с американцами, которые в США находятся. Как вам, что вы думаете по этому поводу? У меня еще несколько уже есть бесед в рулетке, я тоже их выставлю. Вам такой формат нравится или больше вам нравится, когда я гуляю по Краснодару или путешествую по России, рассказываю вам новости? Хочу в ближайшее время съездить в Сочи и снять, как там новогодние праздники. А, кстати, еще будет репортаж в ближайшее время из парка Галицкого. Это шикарный парк, они просто еще не закончили украшать. Часть парка еще осталась без освещения, без огоньков. Я слежу за страничкой Сергея Галицкого ВКонтакте. И там написано, что уже почти весь парк готов, но еще есть отдельные участки, которые не украшены. Как только закончат они украшать, я туда схожу и сниму, соответственно, видео из парка Галицкого. Там просто какая-то невообразимая новогодняя сказка будет. Ну и потеплеет на следующей неделе, не будет вот этого снега с дождем. Тогда я уже выберусь и сниму для вас из парка Галицкого. Все, до встречи, всех люблю, пока.